Еще один момент, который связан с сознательной дисциплиной. Сам все путь сознательной эволюции – это не путь борьбы. Это не путь приложения усилий. И на первый план в вашей работе выходит принцип осознания. Никаких усилий, никакой борьбы с какими-то вашими недостатками. Бороться с тем, что должно быть искоренено, бесполезно. А как же с ними разбираться, с этими вещами? Лишь осознавать, вот что ты сделал то, что непотребно. Бывают такие вещи. Понимаешь, да, я сделал не то. Раз сделал, другой, третий. Постепенно вот этот импульс, вот эта привычка ослабевает, когда ты осознаешь. А будешь бороться, ой, так нельзя. Вот мне нельзя гневаться. Я не буду гневаться. Я буду добрым, буду улыбчивым. И загоняешь вот то, что называется гневом, в подсознание. Ты можешь быть улыбчивым, а гнев-то там растет, он никуда не делся. Он не истощился. Ты его убрал с первого плана и запихнул туда, в подсознание. Ты лучше разгневайся и мгновенно это поймай, скажи, я не прав. Раз, два, три, пять. Бдительность нужна. И уходят эти черты негативные. И что интересно, могу сказать об одном интересном факте. Ну, каждый человек, наверное, если он внимательно на себя смотрит со стороны, видит в себе свой главный недостаток. Бывает такое? Или вы недостаток в себе не видите, или вы считаете себя сплошным недостатком? Без частности. Но есть какое-то ведущее в нас качество нехорошее, оно бывает. Оно просто обязано быть. Оно для нас очевидно бывает, если мы на путь становимся. Вот это мне мешает, я понимаю. И что интересно, что оно исчезает последним. То, что ты видишь, и что для тебя очевидно, это самая стойкая, самая мощная информация. Вот оно уходит последним. Более мелкие такие, так сказать, моменты, они потихоньку уходят. И последним остается вот именно то качество, которое ты в себе раньше видел, и оно вот долго цепляется за тебя, чтобы сохранить власть над тобою. Например, вы трус. Например, вы лицемер. Не всегда говорите правду, а пытаетесь мимикрировать ситуацию. Например, вы жадный. Понятно, о каких, так сказать, вот таких фундаментальных свойствах негативных идет речь. И до самого вот упора, пока вот все не состоится, это качество будет свербить, оно будет фонить. Ясно, да? Поэтому с ним бороться вот изначально, это я вижу, сейчас я это поборю, не получится. Вот с ним-то как раз повозиться придется. Это самый стойкий, самый, так сказать, вросший в вас вот дефект. Он очевиден, но он и долго уходит. Поэтому по этому поводу тоже не надо расстраиваться, если вы в себе нашли. У каждого свое. Если не надо это обнародовать, каждый для себя поймет, что у него главное. Вот. Но тем не менее, вот этот факт надо очень четко понимать. И не расстраиваться по поводу того, что он долго держится. Он действительно последним способен трансформироваться, уйти от. Ну, теперь немножко о возможных неприятностях, которые касаются физического состояния вашего. Ну, я уже говорил, периодически возможно недомогание, связанное там с большим сходом энергии. Вы можете почувствовать себя не совсем комфортно. Головные боли. Вот то, что мы говорили о нарушениях ритма сердца, боли в области желудка, в суставах, в мышцах, может быть жжение в клетках. Бывает холодный жар, бывает жар горячий. Бывает жар с повышением температуры, бывает, вроде кажется, что вам холодно, знобит, а это жар холодный, температура не повышается. То есть это на клеточном уровне энергия, проникая, вот такую реакцию вызывает. Жар горячий – это хороший жар. Это тот самый жар, который клетками воспринимается, это тепло. Холодный жар – это когда клетки зажимаются, они как побаиваются этой энергии. Вам кажется жарко, а клеточки сжаты, температура не повышается. Вот когда температура повышается тела немножко, это хорошо. То есть энергия, она полностью как бы по клеткам вот
проходит. Вы можете... Можно вопрос? А? Если сначала жар, да, вы как бы сказали, температура, Да. а потом холод прям. Ну, бывают и перепады, да, опять это клеточная реакция. Жар, потом добавляется энергия, клетки зажимаются лишнего. Они... Жар, другой. Да, это бывает. Совершенно разные варианты. Именно связано с интенсивностью потока. Что еще можно заметить интересное? Когда эта сила у вас начинает работать, то независимо от того, сколько вы пьете жидкости, но если вы пьете жидкость нормально, жидкость может выделяться из вас в огромных количествах, а вес не меняется. Жидкости может быть 1,5-2 литра, а вес не меняется. С чем это связано? Когда энергия проникает в ваш организм, то для того, чтобы, как атомный реактор, охладить, чтобы не было перенасыщенности энергии, большое количество внутренней жидкости выделяется. То есть жидкость синтезируется в организме, не то, что вы пьете. В организме защитное огромное количество жидкости. То есть вы ходите в туалет, простите, вот за ночь, допустим, 2 литра у вас, а вес какой вечером был, такой утром. Казалось бы, по законам физики вы должны на 2 килограмма весить меньше. То есть эндогенная внутренняя вода, посредством той внутренней биохимии, выделяется для того, чтобы охлаждать ваш атомный реактор. Это же тонкая лучевая энергия, тончайшая энергия, вот это, трансформирующая, очень тонкая, не грубая, не деструктивная, а напротив, она созидательная. И поэтому какой-то период очень большое количество жидкости выделяется. То есть не удивляйтесь, если это будет происходить. К врачу не бегите, а то вам поставят несахарный диабет. Есть такая, так сказать, форма несахарный диабет. При диабете пьют много воды, а тут много воды выделяется, а вы мало пьете. Понятно, да? Тоже этому не удивляйтесь. Какой-то период, возможно, вот и такие вот изменения в водном балансе. Что, много сразу всего нагружено или ничего? Да нет, мне в детстве не сахарный диабет врач поставил, а сухость горла. В советские времена. Потом вот сейчас только разобрал. Да. И вот эти отмеченные трудности, они носят временный характер, и не надо пугаться их, не надо бежать к врачу. И вот для купирования состояний, тех, которые вам не нравятся, бывает это нехорошо, как некомфортно, целесообразно 1-2 раза в день принимать раствор пищевой соды из расчета 1 чайная ложка где-то на 150 грамм теплой воды. Сода является блестящим энергогасителем. Оно, попадая в организм, устремляется в те места, где есть избыток энергии, гасит их. Почему при боли в желудке, при гастритах, соду принимают не потому, что она там нейтрализует соляную кислоту, она еще нейтрализует избыток энергии, который вызывает закисление организма. Вот там избыток энергии, в этом центре, как правило, и есть причины язв последующих. Сода мгновенно этот излишек энергии гасит. В Агни-йоге сода названа пеплом священного огня. В древности знали о чудесных целительных свойствах соды. Если вы когда-то покупаете, какие-то дорогие американские таблетки, какой-то аспирин, сверхаспирин, то выпейте теплой соды и таблетку русского аспирина, и нормально. Вам то же самое, что американский аспирин, который рекламируется и дорого продается. Там такая же основа. Понятно, да? Очень простая вещь. Купирует все состояния, которые связаны с избытком энергии в тех или иных центрах, где угодно. Сода мгновенно всасывается и устремляется по кровеносным сосудам в те места, где требуется погасить этот излишек энергетический. Это как средство, купирования, если вам не очень нравится. С целью гармонизации энергообмена в начальных этапах полезно принимать настой мяты, перечные, корни валерианы. Это тоже энергогаситель, и нервную систему потихонечку еще успокаивает, если вы возбудимы. Именно настой, не спиртовые настойки, а настой. Как заварка.
Спать надо не меньше 7 часов в сутки. Вообще, если есть возможность поспать, когда хочется, надо ложиться спать. Вот днем есть возможность поспать, ложиться. Для меня самое любимое занятие, редко, правда, это бывает, поспать, когда я свободен после обеда. Часа полтора, чудесно. Это чудо. Никто тебя не трогает, ложишься спокойно. Те, кто читал «Войну и мир», читали, наверное, многие, да? Но явно не запомнили. Вот там был старик Балконский такой, да, отец Андрея. И он говорил такие слова. Он говорил: до обеда сон золотой, а после обеда серебряный. То есть надо 2 раза спать, и до обеда, и после обеда. Он рекомендовал: до обеда сон золотой, а после обеда серебряный. Вот. Но до обеда нам не удается поспать, наверное, да, поскольку пока не имеем возможности. А после обеда, если есть возможность, поспите. И когда хочется спать и отдыхать, отдыхайте. Потому что на каком-то этапе работы у вас давление немножко понижается, во-первых. Какая-то вялость, может быть, усталость. Новая энергообменная среда еще не полностью, не целиком у вас обосновалась. Вы к ней привыкаете, адаптируетесь, и будет хотеться спать, там, лечь отдохнуть. Не пугайтесь, это не связано с каким-то заболеванием. Это нормальное явление. Отдыхайте. Хочется отдыхать, отдыхайте. Есть возможность отдыхать. Ясно? Не насилуйте себя, а то ночью не усну, там обычно люди думают, если я там днем прикорну. Это нормально. Еще о сне и бессоннице, точнее бессоннице. Бывают периоды, когда у вас сокращается время ночного сна. Бывает, идет очень сильный поток энергии, не хочется спать. Ты вроде проснулся, и мысли тебя не донимают глупые, но не можешь уснуть. Вот какой-то избыток энергии, какое перевозбуждение. Ну, ты полежишь час, там, другой, третий, потом, может быть, заснешь, утром просыпаешься, но не чувствуешь недомогания, вроде бы как и спал нормально. Поскольку, находясь в потоке, даже если немного у вас времени идет на сон, вы все-таки чистым, очищенным выходите после сна. Бывают периоды бессонницы. У меня был период очень интересный, когда я вообще практически не спал. Хотя, на самом деле, я понимал, что я спал, но это было как бы сном-бодрствованием. То есть я отдыхал, но как бы из реальности не выпадал. Это в течение месяца где-то было. Потом все, опять норма пришло. Так что бывает вот расстройство сна, но не надо это понимать как расстройство сна. Это опять идет адаптация организма к новым условиям, связанных с изменением, вот, которое вызывает эта сила у вас. Это временное явление. Не зацикливайтесь на них, не считайте это за патологию. Мы настолько привыкли верить в гипнотическую силу врачей, что врач для нас Бог. Вообще медицина Бог. Чуть кольнет, мы бегом туда. Он нам 5-строчный диагноз минимум поставит, и все. 5 строк в диагнозе напишет. И начинай работу на фронте борьбы с телесными недомоганиями. А нам надо другую работу начинать. Так что не спешите бегать к врачу. По любому поводу, вот я говорю, что связано с тем, что я вам сейчас объясняю. Не имеет никакого отношения это к патологии. Меняется физиология вашего организма, и все. Вообще болезни не существует. Я сказал, что одна болезнь только существует. Хроническая эволюционная недостаточность. Другие болезни выдумали врачи. Правда, они есть, конечно, на самом деле. Я утрирую, если мы верим в болезнь, то она есть. И на каком-то этапе действительно нужно, если от чего-то избавиться, то нужно избавиться. Но в целом, психологически, мы зомбированы медициной. Просто зомбированы. Сейчас особенно.